Приятель на днях мне рассказал, как один повар в Таджикистане приготовил невиданное блюдо. Он снял с петуха шкуру и начинил его бараниной. На самом деле, любая птица, что утка, что гусь, что курица, имеет внутри довольно просторную полость. И у поваров постоянно возникает идея начинить утку либо курицу чем-нибудь очень вкусным. Эх, да тот таджикский повар просто не знал, что до этого я уже фаршировал курицу пловом. Из курятины, морковки и риса приготовил обычный плов, засунул шкуру от курицы, и в результате у меня получилось очень интересное блюдо, которое, к сожалению, не вошло в мою книгу «Плов», потому что кишка плов у меня вышла раньше, чем пришла в голову эта замечательная идея. Курица, фаршированная пловом. Эта идея пришла мне в голову позже, когда я работал над книгой «Счастье кулинара». И этот рецепт в книге «Счастье кулинара» есть. В этой же книге я рассказал о том, как готовить утку по-пекински. Если это делать по всем правилам, то утку необходимо накачать воздухом. Точнее, загнать воздух между шкурой и плотью утки. У меня в руках краник от компрессора, при помощи которого я сейчас попытаюсь накачать утку. Говорят, мошенники вот так и баранов накачивают и ведут на базар продавать. Мол, посмотри, какой он жирный. Мы не мошенники, но я надеюсь, что с накачанной утки шкура слезет как миленькая. Надо только где-нибудь вот здесь подрезать аккуратно ножом и дальше пальцами, золотыми ручками. Ну вот, видите, не так уж трудно, как кажется. Получилось у меня, получится и у вас. Только я вам одно хочу сказать. Задумайте снимать шкуру с утки, не делайте это перед камерами, а лучше возьмите кого-нибудь на помощь, потому что сделать это одному довольно-таки проблематично. И вот видите, как одна ножка уже все-таки у меня освободилась. Сейчас. И теперь один человек должен оттягивать мясо, а другой аккуратно, чтобы, не дай бог, не проткнуть шкуру, прорезать вот эти жилки. В общем, должен я вам сказать, что снимать шкуру с утки – та еще задача. Очень непросто. А кроме того, весь жир от утки остается на шкуре. Ничего страшного, как-нибудь досправимся. Однако, есть задача не столько трудоемкая, сколько занимающая очень много времени. Это томление лука. Томление лука для думлямы. Да, мы сегодня будем готовить не просто утку, а утку, фаршированную думлямой. Лук. Вот это не томатная паста. Это протертые помидоры, довольно густые. Сразу же соединяем их с луком, добавляем немного воды. И ввиду того, что утка жирная, совсем немного масла. Все это можно накрыть крышкой и оставить. Ничего страшного. Раз в 10-15 минут подошел и помешал. Напоминаю, те, кто покупают книгу «Счастье кулинара» и «Плов» одновременно, можно, кстати говоря, заказать и с автографами, получают книгу про Марокко совершенно бесплатно. А нам пока что необходимо разделать саму утку на запчасти. И эти запчасти аккуратно, филигранно обжарить, потому что внутри утки все это останется, можно сказать, пареным, вареным. Утиная грудь – отличный материал для шашлыка, когда она вместе со шкурой. А вот так сама по себе мясо довольно нежное, и долго жарить ее нельзя. Поэтому мясо от бедрышек я откладываю в одну сторону, а утиные грудки в другую. На самом корпусе кушать практически нечего, так что оставим его на бульон. Чем-то необходимо дополнить. Я взял большое куриное филе, и, разумеется, оно еще более нежное, чем утиная грудка, поэтому его жарить начнем в последнюю очередь. То утиное мясо, что пока что на костях, пусть на костях и остается. Обжарится, вот потом и снимем, потом и отделим. Масло, совсем немного масла, для того, чтобы было в чем обжарить утку.
Не забыть помешать лук. Эх, как красиво. Надо же, а? Ну, где косточки с мясом? Мясо от бедрышек. Туда же, к ним же. Знаете, что удивительно? Вроде как жарим утку, а пахнет практически точно так же, как баранина. Вообще, плов из утки получается отлично. Но об этом мы поговорим в следующий раз. Если где-то мясо прилипло и не отрывается, не надо отрывать его. Пусть жарится дальше. Оно подсохнет и само по себе отойдет. Ну а вот этот кусочек уже вполне себе румяный. Впрочем, можно пожарить еще немного. Это уже на ваше усмотрение. Как вы любите? Более жареный вкус или более нежный результат? Здорово брызгается утка. Я вот думаю про картошку, которую почистили, и чтобы она не потемнела, положили в воду. Ведь картошка-то должна подсохнуть, прежде чем она тоже отправится на сковородку, на садж, на неглубокий казан. Выбирайте то, что у вас есть, что вам удобно. Вот картошку я бы порезал небольшими кусками, ввиду того, что ей предстоит улечься в относительно небольшом объеме утиной шкуры. Если где-то в чем-то томаты начали припекаться, ничего страшного. Вот так полили, растворили припек в воде, и пусть жарится дальше. Лук должен получиться совсем мягким, а томаты, ну вы знаете, должны изменить свой вкус, должны потерять свою кислоту. Как здесь с мясом? Небольшие кусочки начну снимать. Отлично пожарились. Получатся очень вкусными, очень ароматными. Хоть и изрядно убавились в объеме. Ну а что поделать? Можно начинать жарить грудку. Пока что утиную грудку. Прежде чем отправлять в сковородку картошку, непременно обсушить ее бумажными салфетками. Видите, что происходит? Все потому, что и утка немного влажная. Утиная грудка пожарилась просто вон как. Осталось только куриную обжарить. Примерно так же. Впрочем, куриную, если пожарите вот так же до красного румянца, хорошо не будет. Куриная грудка пересохнет. Вот это мясо на косточках оставить как есть? Думаю, что в этом есть некоторая опасность. Косточки довольно острые, могут и порвать утиную шкуру. Поэтому давайте попробуем снять мясо с косточек. О, отлично снимается. Сейчас мне же нужно помешать. Ну а лук и протертые томаты отлично готовы. Больше жарить не надо, пусть постоит в горячем виде. Снимаем грудки, что утиные, что куриные, добавленные ради увеличения объема и нажористости. Все это необходимо будет посолить и поперчить. Но пока что на сковородку я добавлю масло, потому что в большом количестве масла картошка пожарится очень хорошо. Мне необходимо, чтобы она подрумянилась. Это молоденькая картошка, очень нежная. Не для того, чтобы она стала мягкая, а для того, чтобы она стала румяная и чуточку даже хрустящая. Кто сказал, что вода не имеет вкуса, цвета и запаха? Минеральная вода Тассай даже звучит, как серебряный колокольчик. В каждом стакане воды Тассай отражается синее небо над горными вершинами Тяньшаня, а каждый глоток приносит свежесть и благоухание горных ручьев. Идеально сбалансированная премиум вода Тассай Эмеральд с 2001 года.
Всю картошку сразу не кладите. Жарьте ее частями. Так она гораздо лучше получится. Можно немножко еще подрумянить. А тем временем подумайте, из чего еще состоит думляма. Ну, стручковый перец, чеснок — это все для украшения думлямы. А вот морковка — это существенная часть думлямы, которую я тоже думаю поджарить. Нарежем кусками так, чтобы было кушать вкусно. Вот такую картошечку я согласен положить в эту замечательную утку. Но пока что положу ее в сковородку, где томился лук и томаты. Теперь ни картошке, ни томатам такое соседство не помешает. Морковку я тоже обжарю, чтобы запахло. Запахло, знаете, как плов пахнет. Пожалуй, что и хватит. Внутри утки доготовится. Здесь все жарится отлично. Болгарский перец. Его можно и не жарить. Болгарский перец-то можно и сырым есть. Но, когда он полежит в думляме, он сообщит остальным продуктам свой восхитительный аромат. Хочу спросить, насколько ясно вы видите сегодняшнюю идею? По сути дела, мы готовим обычную думляму, где часть продуктов обжаривается, часть продуктов готовится на пару, и все это обычно происходит в казане. Но сегодня роль казана сыграет сама утка. Из-под утиной шкуры не выйдет ни капли соков, ни капли ароматов от вот этих восхитительных продуктов. Только ведь и утиная шкура сама по себе тоже является восхитительным продуктом. Если она будет не посоленная, не поперченная, то вкусно не получится. Поэтому сейчас заблаговременно солю утиную шкуру. А что, здесь практически около килограмма еды. Ведь шкура тоже приготовится, и она тоже будет отменно съедобная. Не забыть бы посолить все вот эти овощи, лук, томат и, разумеется, утиное мясо и куриную грудку. Вот так, я полагаю, вполне достаточно. Я думал о специях, я думал о том, что еще можно добавить к этому набору. И пришел к выводу, что чеснок мне не нужен, зира тем более не нужна. Утка. Как она пахнет, какая зира. Кориандр нет. А вот черный перец, чеснок и стручковый перец — это да, это самое оно. Перцу не жалеть, потому что здесь еды килограмма 3, не меньше. Ух, перец какой забористый попался. Перемешать все. Перемешать, чтобы все было относительно равномерно. Понимаете, когда мы готовим в казане, казан греется только с одной стороны, со стороны дна. Ну, хороший казан еще и со стороны боков. А утка будет греться со всех сторон равномерно. Поэтому и продукты все должны быть перемешаны равномерно. Так, чтобы они равномерно распределились по всей утке. Ну, интересно, поместится? От жадности поналожил, смотри, сколько. Ого! Пожалуй, что самое время заложить внутрь утки чеснок. Только головку чеснока я разрежу пополам. Чеснок очень серьезный, пахнет знатно. Один стручковый перчик и продолжаем нашу операцию. Хорошо тем ребятам, которые учились в мединститутах на хирурга. Они отлично умеют зашивать вот таких уток. Постараюсь и я. Возьму нитку, иголку и зашью. А что делать? Ну вот, хотел, чтобы еще и айва уместилась. А она никак. Не умещается, и все тут. Ладно, ничего страшного. Здесь внутри этой утки столько драгоценностей, столько всего вкусного, что и так получится очень хорошо. Под утку можно, конечно, поставить решетку, можно подложить ломтики морковки, кольца лука. Но очень важно, чтобы утка нигде не прикасалась бортиков утятницы. Пусть между уткой и бортиками остается примерно равное расстояние. Везде, вокруг. И все, накрываем. 220 градусов. 2 часа. А там посмотрим. Будет мало, пожарим еще. Как хорошо, что у вас есть Сталик Ханкишиев. Потому что любой может совершить ошибку. Вот даже я могу совершить ошибку.
Я вам что сказал? 2 часа 180 градусов? Ничего подобного. 1 час 20 минут. И посмотрите. Та-дам! Вот она какая уточка. Эх, как же теперь ее переложить на большое и красивое блюдо? Потому что донести вот эту красоту до едоков, подать ее как надо, с чувством такого явного превосходства, с чувством, что ты мастер кулинарии. Приносишь утку, а внутри утки картошка, морковка, лук, помидоры, что хочешь, все есть. Эх, но осталась одна маленькая проблема. Очень маленькая проблема, которую я буквально в смысле слова не знаю, как решить. Мне жалко резать эту утку. Мне жалко нарушать это произведение кулинарного искусства. Но чего не сделаешь ради друзей, ради хороших друзей, ради очень умных, ради очень преданных друзей. Я про вас говорю, дорогие друзья, дорогие телезрители, дорогие подписчики. Все здесь, все в этом доме делается для вас. Вот эта половина утки, там, где раньше ножки были, допустим, останется мне, а все самое лучшее, что вот здесь, в грудке утки, это все вам. Это все вам. Вот я не знаю, может ли быть проще блюдо, чем думляма. Очень простое народное блюдо. И я хочу поблагодарить того незнакомого мне повара из Таджикистана, который навел меня на идею приготовить внутри птицы не только плов, но еще и думляму. Вот так думляму еще никто не подавал. Мы с вами первые. Мы с вами буквально как Юрий Гагарин. Понимаете? Думляма в утке. Взяли и придумали новое блюдо. Знаете, что я хочу попробовать? Вот за это все я абсолютно уверен, абсолютно спокоен. Я хочу попробовать утиную шкуру. Я ее очень люблю. Всегда. Всегда так буду готовить утку. Очень удобно. Костей нет. Все на месте. Помимо картошки и морковки, можно положить какую угодно другую начинку. Чернослив, рис. Ой, это же опять плов получится. Ладно, я с вами заговорился слишком сильно. Даже куриная грудка получилась очень нежной и очень вкусной. Раз и проглотил, будто мимо проходил. Дорогие друзья, желаю вам больших успехов в кулинарии, хорошего настроения и, конечно же, как всегда, приятного вам аппетита! Дорогие друзья, буквально 5 минут о моих книгах. Вот эта книга составлена по заявкам теле- и радиослушателей. То есть вы выбрали рецепты для этой книги. Все рецепты, которые собрали наибольшее количество лайков в Ютубе, которые собрали наибольшее количество подписчиков, которые собрали наибольшее количество просмотров, вошли в эту книгу. 75 моих лучших рецептов. Все самое лучшее, что имеет, так сказать, кулинария Сталика Ханкишиева в одной книге. Каждый рецепт имеет QR-код. Вы можете прочитать, все очень подробно написано, фотографии каждого шага, как что делать, а потом еще и посмотреть на ютубе и задать мне вопрос, если вам что-либо непонятно. Очень интересная книжка «Счастье кулинара». Она во многом автобиографическая. Здесь о еде моего детства, о том, что мы готовили с супругой, когда были молодыми, о том, что мы любим готовить сейчас.
Это пончики и кремль. Это то, что я любил очень в детстве. Это малосольный огурчик. Это то, что я любил, когда мне было лет 30-40. Знаете, да, почему? А вот это, например, апельсиновый сок, но это все только для красоты. Потому что дальше идут какие-то бифштексы, какие-то очень интересные блюда. Например, такая вот каша рисовая, которую не грех подать на Пасху. Книга «Мангал». Сейчас начинается летний сезон, сезон шашлыков. Все, что необходимо знать про шашлык, написано в этой книге. Вы научитесь готовить шашлык лучше, чем повара во многих ресторанах. Книга «Казан, баран и Дастархан». Все о том, как готовить баранину. От ее разделки, от того, какую часть туши на какое блюдо отправить, как его пожарить, сварить, потушить, запечь, что угодно. Ох, моя самая первая книга «Казан Мангал» продается уже 17 лет, продано более миллиона экземпляров. Люди очень любят эту книгу. Одна из моих самых новых книг – это «Кухня чеченского народа». Если кому-то уже поднадоела узбекская кухня, поднадоела азербайджанская, вот перед вами Кавказ. Вот еще кое-что вкусное, вот еще кое-что очень интересное, вот еще кое-что очень необычное. Великолепный подарок не только выходцам с Кавказа, но и русским людям. Очень интересно. Книга «Плов», книга «Казан». Эти две книги, пожалуй, что мои главные книги, главный труд. Я в них вложил труда неимоверно. Знаете, как они сделаны внутри? Таких книг я не видел, что кто-нибудь еще делал такие книги. Ну, фотографии, ладно. Фотографии я всегда делаю сам, всегда стараюсь сделать их роскошными. Но здесь написана эта книга так, что не приготовить по ней невозможно. Все, что вы будете готовить, будет получаться точно так же, как у меня, потому что каждый рецепт имеет необычную структуру. Во-первых, здесь указано, какая температура должна быть в казане, сколько минут должна продолжаться та или иная операция. Каждый шаг описан очень подробно, на каждый шаг фотографии, и на каждый шаг вот здесь внизу написано, почему необходимо поступать именно так, почему надо готовить именно так, а не иначе. Эта книга получила что-то вроде кулинарного Оскара. Первое место на конкурсе, на всемирном конкурсе кулинарных книг в Пекине. В соревновании принимало участие 1200 книг из 210 стран. И я вот с этой книгой получил первое место. Книга «Плов» не хуже. Здесь, если вы после этой книги не научитесь готовить плов, я сильно удивлюсь. Точно такая же структура. Что делать? Фотография, какая температура и подробное объяснение, почему надо готовить именно так. Все возможные пловы на все возможные вкусы. Но если вы покупаете книгу «Счастье кулинара» и книгу «Плов», книга о марокканской кухне, кухня, о которой вы практически ничего не знаете, но это очень вкусная кухня, которая готовится из тех же самых продуктов, что есть у нас, из тех же самых специй, что есть у нас, и готовится зачастую гораздо проще, чем наши любимые блюда в казане. Вы откроете для себя буквально новую страницу в кулинарии. Книга «Счастье кулинара», книга «Плов». За эти книги вы платите, а эту книгу я вам дарю. То же самое я сделаю для тех людей, кто купит книгу «Мангал» и книгу «Казан». Вместе две книги, пожалуйста, а книга «Таджин» и «Кускус» бесплатно. Если кто-то захочет купить вот эти две книги, книгу «Казан» и книгу «Плов» вместе, разумеется, тому книжка «Таджин», «Кускус» бесплатно. Если кто-то захочет купить не одну книжку про чеченскую кухню, а сразу три, одна бесплатно. Заходите на мой сайт stalik.ru. Теперь это эксклюзивный продавец моих книг, потому что только здесь книги упаковывают так, как положено, и они дойдут до вас в целости и сохранности. Во-первых, вот такая картонная коробка для каждой книги. Это обязательно. Во-вторых, пузырчатая пленка. Вот там. И только потом уже пакетик, СДЭК, почта. Выбирай. Все доходит очень надежно. Добро пожаловать в магазин stalik.ru.